Рецепт торта, который облетел весь Инстаграм. Творожный Наполеон с нежным заварным кремом. Духовка и миксер сегодня отдыхают. Взбивать ничего не нужно, а выпекать будем на сковороде. Всем привет! Я Света, и вы на канале Home Food. Подпишитесь, если вы еще не со мной, и давайте готовить. В подходящей миске смешиваем 300 грамм зернистого творога. 1 стакан сахара, я добавляю немного меньше. Пол чайной ложечки пищевой соды и 3 куриных яйца. Размешиваем продукты обычной столовой ложкой. Далее в один прием всыпаем 580 грамм заранее просеянной муки. Возможно, ее понадобится немного меньше или наоборот чуть-чуть больше. Зависит от влажности творога и размера яиц. Замешиваем мягкое творожное тесто. Долго вымешивать и забивать мукой не нужно, чтобы тесто не получилось затяжным. Отправляем его обратно в миску, накрываем и оставляем на 1 час отдохнуть. Для заварного крема в кастрюле, желательно с толстым дном, смешиваем 2 яйца и 1 стакан сахара. Я снова немного уменьшила количество сахарного песка. Вы же делайте по своему вкусу. Теперь всыпаем 2 столовые ложки с горкой муки. Продолжаем размешивать до однородности. Ставим на плиту на огонь ниже среднего. У меня это двойка из максимальных 6. Помешивая, вливаем 2 стакана молока. Варим заварную основу до загустения. Проходимся постоянно по дну и бокам кастрюли, иначе может прикипеть. Все готово, снимаем с огня. По желанию добавляем ванилин или ванильный сахар для аромата. Чтобы основа быстрее остыла до комнатной температуры, переливаем в другую посуду и ставим ее в прохладное место. Еще нужно добавить 200 грамм мягкого сливочного масла. Заранее достаем его из холодильника. Заварная основа еле теплая и отлично подружилась с мягким маслом. Гладкий, однородный и вкусный получается крем. Накрываем его и убираем в холодильник до полного остывания. Спустя 1 час делим готовое тесто на 6 равных частей. Работаем с мукой. Тесто немного липнет к рукам. У меня каждый кусочек получился по 160 грамм. Раскатываем и вырезаем по диаметру сковороды. Мои коржи получились в диаметре 22 сантиметра. Обжариваем на среднем огне с 2 сторон до румяности. Около 4 минут с каждой стороны. Сковороду ничем не смазываем. Я обжаривала коржи на тройке из максимальных 6.
Даем им остыть и приступаем к сборке творожного Наполеона. Промазываем поочередно обильно каждый корж кремом. На бока немного у меня не хватило, но я не расстроилась. Торт и так получается очень красивый и аппетитный. Ставим его в холодильник для пропитки и стабилизации. Наш творожный Наполеон простоял в холодильнике 4,5 часа. Сил больше не было ждать. Решили разрезать и попить чай. Скажу честно, маловато постоял. Он еще не успел пропитаться. В идеале, конечно, оставить его на всю ночь. В разрезе тортик очень красивый получается. Попробуйте обязательно. Обалденно вкусный торт Наполеон по-новому. Приятного аппетита! Понравилось видео? Подпишись, прокомментируй и поделись роликом с другом. А еще спасибо за палец вверх. Заходи в гости на мой ТикТок и Инстаграм. Ссылки снизу в инфобоксе. Всем желаю удачи в приготовлении и прощаюсь совсем ненадолго. До новых рецептов. Пока-пока.